Здравствуйте, друзья! Канал Лабиринты Знаний. Сегодня поговорим более подробно о плане душевного развития. У кого есть план? План душевного развития практически у всех людей есть на Земле, за исключением некоторых людей, которые совсем не готовы развиваться. У них там все равно есть какой-то план, но он очень упрощенный для получения энергии. И не для сверхспособности. То есть у большинства людей, у всех людей, кто смотрит наш канал, к нам обращается, у всех есть. Еще не видел ни одного человека, чтобы не было плана душевного развития. То есть в программе человека, в судьбе человека прописан план, как человек должен развиваться, как открывать сверхспособности, как поднимать уровень развития души. Нужно ли мне медитировать? Часто задают такой вопрос. Большинству людей на Земле нужно медитировать, нужно сдвигаться с мертвой точки и начинать расти над собой, чтобы душа развивалась. Она может развиваться с помощью медитации и йоги. Какое количество за жизнь может быть планов душевного развития? По моей статистике, за эти 5-6 лет, которые мы работаем плотно, сейчас ускорилось развитие. От 6 до 12 месяцев у человека появляется новый план. В среднем 8 месяцев. И посчитайте. Если дальше мы еще быстрее будем развиваться, особенно те люди, кто по плану занимаются, развиваются, то, поверьте мне, к концу жизни все могут стать контактерами. То есть это очень радует. Более развитые люди будут. Большие возможности растут. Я вижу за эти 5-6 лет, какие возможности у нас появились. И самое интересное, на чем я сегодня хотел сконцентрироваться в этом видео, что при развитии, при осмотре вашего плана и вашей программы всегда есть некоторые вариации. Особенно в плане душевного развития. То есть люди, которые до сих пор это не понимают, есть люди, которые об этом еще не знают, есть люди, которые, может быть, догадываются об этом, есть люди, которые не верят в это. Но все равно я эту информацию расскажу, потому что мне, например, скрывать нечего, мне наоборот интересно, что вы развиваетесь, перевариваете, кто-то разочаровывается, кто-то наоборот, скажем так, более четко понимать начинает всю информацию. Когда мы с Настей смотрим план душевного развития у человека на данный момент времени, на данный момент программы, кто-то уже давно с нами, он уже знает, когда мы переписали, когда в следующий раз перепишут примерно. Есть люди, которые обращаются первый раз, есть люди, которые много раз обращались, но душевно не развивались, смотрят первый раз план. И человек может к нам обратиться в любой момент программы, и может через месяц уже будет новая программа. А может через завтра она появится. Все хотят выгадать, чтобы больше не обращаться, потому что не хотят тратить деньги, потому что считают, что это не важно. А я считаю, что это очень важно. И сейчас есть уже понимание о плане душевного развития. В программе есть несколько вариантов плана душевного развития. Они могут друг от друга отличаться количеством времени в медитации, концентрациями. Могут отличаться, есть ли голодание, нету ли голодания, либо за счет голодания просто увеличит количество времени нахождения в концентрации медитации. Чуть-чуть может быть разное время дыхания в этом плане. И еще какие-то маленькие нюансы. Когда мы, допустим, смотрим, у меня есть уже статистика, просто получалось так, что мы многим людям смотрели с интервалом буквально несколько недель план душевного развития. И он немножко отличался. На тот момент тоже не было до конца понимания, почему это происходит. Тоже разные мысли в голову закрадывались, почему так, может быть, Настя ошиблась, может еще что-то. То есть так же, как и у вас, при обращении, при просмотре, вы всегда анализируете информацию, и у вас в голове получаются какие-то нестыковки. У меня тоже на каком-то этапе были такие нестыковки, но сейчас у меня все полностью стыкуется в голове, картинка раскладывается, люди задают вопросы. Бывает, что мы случайно по несколько раз план некоторым людям смотрим, бывает, то есть какое-то непонимание происходит. Бывает, что
человек что-то чувствует, посмотрите еще раз. И вот мы когда смотрим, поэтому эта статистика появляется. То есть не все это смотрят, поэтому долгое время я не мог тоже понять до конца. А сейчас вот полностью есть четкое понимание. Иногда сущности, видя, как вы развиваетесь, например, человеку дали план. Человек начинает заниматься по этому плану. Там йога может быть прописана, голодание, дыхание специальное, мантры. Сейчас мантры с дыханием пошли вместе. Вот очень такие сложные. Вот. И, естественно, медитация. Либо сидя, либо два вида медитации. Стоя может быть и различные концентрации. Вот человеку дали, например, план. Человек начинает заниматься. Человеку некомфортно находиться, например, в медитации там 1,5 часа. Сущности это видят и могут переписать там, ну, на час, например. Вот. Зато у человека хорошо получается дышать. Ему могут больше сделать количество вдохов, выдохов, задержки и так далее. Человек не может заниматься йогой, ему некомфортно. Или наоборот, ему больше желания, сейчас хочется заниматься йогой. И вот сущности немножко подстраивают этот план. И когда вот в следующий раз, допустим, человеку по какой-то причине, тот же самый план в той же самой программе смотрим. И уже есть вариации, то есть сущности немного могут подредактировать этот план душевного развития, но это ничего плохого нет, то, что вы по первому плану А будете заниматься, что вам дадут план Б, это одинаковое для вас. У вас вот есть в программе несколько вариаций планов, вот они отличаются, ну, минимум каким-то, вообще просто вот. Вот есть план А, который идеально подходит, там план Б, там плюс-минус там какие-то коррекции, это тоже идеально подходит. И третий план может быть там с какими-то помарками минус там 2-3%. Но это все равно же ни о чем, как бы, да. Вот. И помимо того, что несколько планов у какого-то человека может быть, у какого-то человека только один план может быть, я допускаю, да, что нет вариаций. Вот. Есть люди, которые, как я уже сказал ранее, начинают заниматься и по ходу меняется план у человека. Вот немножко. То есть это не страшно. То есть и то будет работать, и это будет работать идеально. Но когда вы сами, как я уже в некоторых лекциях говорил, когда люди начинают сами стараться, ну нет возможности обратиться, или по каким-то причинам люди не хотят сами этот путь пройти. Вот, то есть эти люди будут в 100 раз медленнее развиваться, когда сами будут думать, какая концентрация подойдет. То есть самому почувствовать, сколько раз надо в неделю медитировать, очень сложно. Какая концентрация, это вообще невозможно практически. Это единицы могут это сделать, те, кто уже близки к контактерству. Вот. Если медитация еще стоя, там, да, какая лежа, почувствовать. Медитация сидя, стоя, в лотосе, в полулотосе или просто на стуле. Какая концентрация, почувствовать дыхание, почувствовать, какая йога, какой вид йоги. Там. Если раньше там в сущности давали 2-3 вида йога, то сейчас в сущности начали давать там уже 15-20 видов йоги разным людям. А это почему происходит? Потому что темных с планеты начали удалять, и люди стали более правильно преподавать йогу. И поэтому многие виды стали давать. Раньше их вообще хатки йоги никогда и не слышал, чтобы давали. Там, да, там, карма йоги тоже никогда не слышал. Вот, то есть сейчас гораздо чаще это стали давать. Поэтому многие вещи пересматриваются при удалении темных, при работе человека над собой, когда он развивается. Происходит некая минимальная коррекция программы. И эта программа, она может быть с болезнями связана, с планом душевного развития, со второй половиной, с какими-то семейными уроками, с финансовыми уроками там, и так далее. То есть программа все время мобильна. И человек, который нас смотрит постоянно, человек, который с нами находится постоянно в контакте, периодически берет консультации, и он быстрее всего пройдет свою жизнь, быстрее всего выполнит свои программы. Вот те люди, у которых есть, скажем так, интуиция хорошо развита, есть сверхспособности, эти люди сами ощущают, сразу пишут: Роман, у меня изменили что-то в программе, посмотрите, скорее всего вот это изменили. Смотрим, да, изменили. То есть человеку там было достаточно 3 месяца в развитии, ему переписали программу, либо даже меньше. Поэтому происходит вот этот обмен. Вот, сущности видят, что человек, и делают так, чтобы человек, может быть, даже это скрытое предназначение для многих людей, не исключаю, о котором сущности никогда не рассказывают. И таким образом человек сам догадывается, сам ощущает, да, то есть некоторым во сне приходят, скажем так, эти разгадки-догадки, да, некоторым людям
наяву, как бы, да, то есть с помощью интуиции. Некоторые люди просто ловят какую-то мысль от своих создателей, ну, подсказки некие, которые направляют человека, то есть все зависит от уровня развития. Вот, и не надо этого бояться. Сейчас скажут, да, вот, Роман опять там нас грузит, чтобы там постоянно к нему обращались, еще что-то. Ребят, вы сами выбираете. Я сказал, вот есть путь самостоятельного развития. Это все очень долго будет, да. И может быть придется еще 100 жизней прожить дополнительно, чтобы к этому прийти. А есть контактер, который специально пришел на эту землю, чтобы давать эту информацию. При обращении к нему вы получаете детализацию своей программы. Куда надо двигаться, что надо делать, что может меняться, что не может меняться и так далее. Если человек в данный момент жизни отдает предпочтение душевному развитию, значит больше надо уклон делать на душевное развитие. Если человек в данный момент жизни отдает уклон на работу, то есть больше сделать уклон на заработок, на инвестиции, на помощь в этом, на постоянный контроль, что происходит с уроками финансовыми, заработком, что можно еще добавить, прибавить, убавить. То есть это надо контролировать. Если человеку важно там какие-то проблемы с семьей, надо постоянно отслеживать свое здоровье, отношения с своей половиной, там, с детьми и так далее. Либо все сразу, если есть возможность. То есть человек должен себя контролировать. То есть люди считают, что ладно, один раз обратился, 3 трава на поляне, там, привет, через 8 месяцев ничего не интересно. Вот. Вы сами выбираете свою жизнь, вот, сами ощущаете, что вам больше надо, когда вам это надо. Если человек на данный момент жизни там, считает, что ему не надо ничего узнавать, но просто какой-то перерыв делает, а потом опять может продолжить. То есть ничего не возбраняется в этой жизни, вы сами как бы можете свою жизнь контролировать. В сущности, вот, допустим, дают вам задание, а вы сами смотрите, там, в этой части жизни вы будете усиленно развиваться, в другой части жизни, там, что вам интересно. Больше план интересен, что-то другое. Поэтому это очень важно для понимания. Вот. Зачем в сущности так делают? Кто-то скажет, да зачем, вот дали бы какой-то один план, и мы бы постоянно... Это опыт, ребят, это опыт, это развитие, это ощущение, это чувство, это интуиция, это все опыт, это развитие наше. Стирание памяти, что вы сами к этому пришли, дошли до этого. Кому-то это нравится, кто-то это еще понимает, кто-то не понимает. Это все у всех по-разному. Поэтому здесь я никому претензий не предъявляю, никого не виню, как бы я просто делаю раскладку, а вы сами уже решаете, как вы хотели бы поступить в этой жизни. Вот. Правильно я делаю, что я это рассказываю в деталях. Может, кого-то это оттолкнет, там, кого-то наоборот притянет. Там. То есть нельзя быть всем милым, красивым, симпатичным. Там. Одному худенький нравится, другому толстенький, с пивным животиком, 4-м блондины, 5-м брюнеты. Там. Кто-то богатого ищет, кто-то ищет, чтобы веселый постоянно был, кто-то надежный. Здесь все то же самое. Нравится с нами работать, мы всегда за. Не нравится, человек ищет другой путь развития. Вот. Но это все равно путь. Благодарю за просмотр, пишите свои комментарии. Не забывайте смотреть прежние видео. Удачи. Есть вопросы, пишите, спросим в видео. До свидания.